Вот 85 фактов о планете Юпитер. Погнали! Самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер является самой крупной планетой в нашей системе с диаметром около 140 тысяч километров, что более чем в 11 раз больше диаметра Земли. Состав газа Юпитер в основном состоит из водорода, около 90%, и гелия, около 10%, что делает его гигантским газовым шаром без твердой поверхности. Великое Красное Пятно – это гигантский шторм на Юпитере, который существует более 300 лет. Он настолько велик, что в него может поместиться 3 Земли. Количество спутников. У Юпитера 95 подтвержденных спутников. Самые известные из них 4 Галилеевы спутника – Ио, Европа, Ганимед и Каллиста. Магнитное поле. Юпитер имеет самое мощное магнитное поле среди всех планет Солнечной системы, в 10 раз сильнее земного. Юпитерианский день. Один день на Юпитере, период его вращения, длится всего около 10 часов, что делает его самым быстро вращающимся планетарным объектом в Солнечной системе. Юпитерианский год. Один оборот вокруг Солнца Юпитер совершает почти за 12 земных лет. Радиоизлучение. Юпитер излучает более сильное радиоизлучение, чем любая другая планета в Солнечной системе. Это связано с его мощным магнитным полем и радиационными поясами. Облака и атмосфера. Верхние слои атмосферы Юпитера состоят из облаков аммиака, а также водяного пара и кристаллов льда, которые образуют красивые полосы и вихри. Кольца Юпитера. Юпитер также имеет систему колец, хотя они и не такие заметные, как у Сатурна. Эти кольца состоят в основном из пыли и мелких частиц. Ганимед – крупнейший спутник. Ганимед, один из спутников Юпитера, является самым большим спутником в Солнечной системе. Он больше по размеру, чем планета Меркурий. Полярные сияния. На Юпитере наблюдаются полярные сияния, которые вызваны взаимодействием его магнитного поля с солнечным ветром, и они в 1000 раз мощнее земных. Влияние на Солнечную систему. Мощное гравитационное поле Юпитера оказывает значительное влияние на орбиты других планет и астероидов в Солнечной системе. Радиоактивные пояса. У Юпитера есть радиационные пояса, похожие на пояса Ван Аллена на Земле, но они намного мощнее и более опасны для космических аппаратов. Галилео Галилей. Первые 4 крупных спутника Юпитера были открыты Галилео Галилеем в 1610 году, что стало значительным достижением в астрономии. Внутреннее строение. Юпитер, вероятно, имеет твердое ядро, окруженное слоем металлического водорода и более дальним слоем молекулярного водорода. Тепловое излучение. Юпитер излучает в 2 раза больше тепла, чем получает от Солнца, благодаря процессам внутри планеты. Миссия Юнона. Космический аппарат НАСА Юнона запущен для изучения Юпитера и его магнитного поля, атмосферы и гравитации. Пятно на юге. Кроме Великого Красного Пятна, у Юпитера есть несколько других более мелких штормов и вихрей, таких как Малое Красное Пятно. Сезоны на Юпитере. Из-за минимального наклона оси вращения Юпитера у планеты практически нет сезонов, в отличие от Земли. Древние наблюдения. Юпитер известен человечеству с древних времен и упоминается в текстах многих древних цивилизаций, включая вавилонян и древних греков. Астрономические единицы. Расстояние от Юпитера до Солнца составляет примерно 5 астрономических единиц, что в 5 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Планета-близнец. В прошлом Юпитер мог стать звездой, если бы его масса была в 80 раз больше. Это бы сделало его коричневым карликом. Столкновение с кометой Шумейкеров Леви-9. В 1994 году Юпитер столкнулся с кометой Шумейкеров Леви-9, оставив следы, которые были видны телескопами на Земле. Масштаб планеты. Юпитер настолько массивен, что его масса составляет в 318 раз больше массы Земли и более чем в 2,5 раза больше массы всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Юпитер как защитник Земли. Благодаря своему огромному гравитационному притяжению, Юпитер отклоняет или поглощает многие кометы и астероиды, которые могли бы угрожать Земле. Светимость. Юпитер – 4-й по яркости объект на небе после Солнца, Луны и Венеры, и его можно наблюдать невооруженным глазом. Скорость ветра. Скорость ветров на Юпитере может достигать 620 км в час, что намного выше, чем самые сильные земные ураганы.
Аммиачные облака. Облака Юпитера состоят из аммиачного льда и аммоний гидросульфида, создавая сложные узоры и полосы на его поверхности. Экзопланеты-гиганты. Многие экзопланеты, обнаруженные в других системах, напоминают Юпитер по своим размерам и составу, и их часто называют Юпитерами своих систем. Смена атмосферных полос. Атмосфера Юпитера разделена на светлые зоны и темные пояса, которые изменяют свои размеры и цвета из-за динамических процессов и атмосферных течений. Высокая плотность. Средняя плотность Юпитера ниже плотности Земли, но выше плотности Сатурна. Температура в атмосфере. Температура в верхних слоях атмосферы Юпитера составляет минус 150 градусов Цельсия, но она увеличивается с глубиной из-за высокого давления и выделяемого тепла. Планета Буря. На Юпитере часто наблюдаются сильные бури и ураганы, включая недавние образования новых пятен и штормов. Реактивные потоки. Атмосферные пояса и зоны на Юпитере разделены сильными реактивными потоками, которые перемещают облака с разной скоростью и в разных направлениях. Электрическая активность. На Юпитере часто наблюдаются молнии, которые могут быть в 1000 раз ярче, чем земные. Сера в атмосфере. Атмосфера Юпитера содержит серу и сернистые соединения, которые могут придавать облакам коричневые и желтые оттенки. Подземные океаны. Исследования предполагают, что некоторые спутники Юпитера, такие как Европа, могут иметь подземные океаны жидкой воды под ледяной корой. Высота облаков. Облака Юпитера могут подниматься на высоту до 50 километров, что намного выше, чем любые облака на Земле. Радиоизлучение декаметровой длины. Юпитер является источником интенсивного радиоизлучения в диапазоне декаметровых волн, что связано с его магнитным полем и радиационными поясами. Наземные наблюдения. Юпитер регулярно наблюдается с Земли с помощью телескопов, что позволяет астрономам изучать его атмосферу, спутники и другие особенности. Зонд Галилео. Космический аппарат Галилео исследовал Юпитер и его спутники с 1995 по 2003 год, предоставив множество данных о планете и ее окружении. Темная сторона Юпитера. Юпитер излучает тепловое излучение даже с темной стороны, благодаря внутреннему теплу, что делает его видимым в инфракрасном диапазоне. Юпитер в культуре. В римской мифологии Юпитер был богом неба и грома, аналогом греческого Зевса, что подчеркивает его значимость в культурном наследии. Магнитосфера. Магнитосфера Юпитера простирается на огромные расстояния, до 3 миллионов километров в сторону Солнца и до 1 миллиарда километров в сторону противоположную Солнцу. Аммиаковые шапки. На Юпитере есть белые аммиаковые облака, которые видны в полярных областях планеты и создают эффект шапок. Тектоника спутников. Некоторые спутники Юпитера, такие как Европа, демонстрируют признаки тектонической активности и движения ледяных плит. Юпитер и вулканы Ио. Ио, один из крупнейших спутников Юпитера, имеет активные вулканы, выбрасывающие серу и диоксид серы в космос. Рельеф Каллисто. Поверхность спутника Каллисто покрыта кратерами и является одной из самых древних и изрезанных в Солнечной системе. Экзотические молекулы. В атмосфере Юпитера были обнаружены экзотические молекулы, такие как метан, этан, ацетилен и даже более сложные углеводороды. Сияющие пояса. Пояса Юпитера светятся в инфракрасном диапазоне, что помогает ученым изучать их структуру и состав с помощью инфракрасных телескопов. Инфракрасное излучение. Юпитер излучает инфракрасное излучение в 2,5 раза больше, чем получает от Солнца, благодаря теплу, вырабатываемому внутри планеты. Радиоимпульсы. Юпитер излучает радиоимпульсы, которые были обнаружены еще в 1955 году и которые связаны с его вращением и магнитным полем. Электрические токи. В атмосфере Юпитера протекают мощные электрические токи, которые создают впечатляющие полярные сияния на полюсах планеты. Подземные океаны спутника Юпитера Европы. Исследования показывают, что под ледяной поверхностью Европы может существовать соленый океан, содержащий в 2 раза больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые. Измерение массы. Массу Юпитера можно измерить по орбитам его спутников, используя законы движения планет Кеплера и законы тяготения Ньютона. Наследие Галилея. Открытие Галилеем спутников Юпитера стало одним из первых доказательств того, что не все небесные тела вращаются вокруг Земли, что способствовало развитию гелиоцентрической модели.
Температура ядра. Внутреннее ядро Юпитера может иметь температуру до 24 тысяч градусов Цельсия, что горячее, чем поверхность Солнца. Юпитер и астероидный пояс. Юпитер оказывает сильное гравитационное влияние на астероидный пояс между ним и Марсом, помогая стабилизировать его орбиты. Обнаружение в ультрафиолетовом диапазоне. Ультрафиолетовые наблюдения Юпитера помогают изучать его атмосферу и процессы в ней, включая химические реакции, вызванные солнечным излучением. Зеленые вспышки. В верхних слоях атмосферы Юпитера наблюдаются зеленые вспышки, вызванные химическими реакциями с участием водорода и метана под воздействием солнечного света. Демаркационные линии. В атмосфере Юпитера видны четкие демаркационные линии между различными полосами и зонами, вызванные разными скоростями ветров и химическим составом облаков. Миссия по исследованию ледяных спутников Юпитера. Европейское космическое агентство запустило миссию в 2023 году для исследования ледяных спутников Юпитера, таких как Ганимед, Каллиста и Европа. Юпитер и аортово облако. Гравитационное влияние Юпитера может воздействовать на объекты в аортовом облаке, отклоняя их орбиты и направляя некоторые из них внутрь Солнечной системы. Циклон в атмосфере. Юпитер обладает множеством циклонов и антициклонов, некоторые из которых имеют размеры, сравнимые с размером Земли. Альбедо. Альбедо Юпитера составляет половину единицы, что означает, что он отражает примерно половину солнечного света, падающего на его поверхность. Астрономические единицы измерения. Юпитер часто используется в астрономии как эталон для сравнения размеров и масс экзопланет. Например, экзопланеты, которые схожи по массе с Юпитером, называют юпитероподобными. Солнечные затмения. Спутники Юпитера часто проходят перед его диском, создавая солнечные затмения, которые можно наблюдать с Земли. Юпитер и кометы. Юпитер часто взаимодействует с кометами, захватывая их на орбиту или изменяя их траектории, что помогает астрономам изучать кометы ближе к Солнечной системе. Влияние на экзопланеты. Изучение Юпитера помогает ученым понимать процессы, происходящие на экзопланетах-гигантах в других звездных системах, которые имеют схожие характеристики. Радиоволны Юпитера. Юпитер испускает мощные радиоволны, которые можно уловить с Земли. Эти волны возникают в результате взаимодействия его магнитосферы с солнечным ветром и вращением планеты. Амальтея – необычный спутник Юпитера. Амальтея – один из меньших спутников Юпитера, но он обладает уникальными характеристиками. Амальтея имеет неровную форму и покрыта кратерами и горами. Металлический водород. Внутри Юпитера из-за огромного давления водород переходит в металлическую фазу, что способствует генерации мощного магнитного поля. Юпитер имеет самые большие и яркие полярные сияния в Солнечной системе. Полярные сияния на Юпитере, также известные как аврора, возникают в результате взаимодействия его мощного магнитного поля с солнечным ветром. Ганимед имеет собственное магнитное поле. Ганимед, один из крупнейших спутников Юпитера, является единственным спутником в Солнечной системе, который обладает собственным магнитным полем. Облака Ганимеда. Ганимед, крупнейший спутник Юпитера, имеет тонкую атмосферу, состоящую в основном из кислорода, и, возможно, облаков водяного льда. Космический аппарат Пионер-10. Пионер-10 стал первым космическим аппаратом, пролетевшим мимо Юпитера в 1973 году, передав первые крупные планы планеты. Тепловое излучение спутников. Спутники Юпитера, такие как Ио, излучают тепловую энергию из-за внутренних процессов, таких как вулканизм. Исследование Хаббла. Космический телескоп Хаббл регулярно наблюдает Юпитер, делая снимки его атмосферы и спутников, что помогает ученым отслеживать изменения и явления на планете. Энцелад на Юпитере. Спутник Юпитера Энцелад известен своими гейзерами, выбрасывающими воду и лед из-под его ледяной поверхности. Эти гейзеры формируют огромные струи, которые могут достигать высоты в сотни километров. Спутник Гималия. Гималия – один из внешних спутников Юпитера, который имеет нерегулярную форму и диаметр около 170 километров. Этот спутник вращается на большом расстоянии от планеты и является крупнейшим среди так называемых нерегулярных спутников.
Гравитационные линзы. Юпитер может действовать как гравитационная линза, отклоняя свет от дальних звезд и помогая астрономам обнаруживать экзопланеты. Атмосферное давление на Юпитере. Атмосферное давление на Юпитере значительно превышает земное. На глубине около 1000 километров под верхним слоем облаков давление достигает 1000 атмосфер. Это примерно в 1000 раз больше, чем на уровне моря на Земле. Юпитер и лагранжевые точки. Юпитер имеет лагранжевые точки L4 и L5, где его гравитация уравновешивается гравитацией Солнца. В этих точках находятся скопления астероидов, называемые троянскими астероидами. Влияние на космические аппараты. Космические аппараты, пролетающие мимо Юпитера, используют его гравитационное поле для гравитационных маневров, чтобы изменить свою скорость и траекторию. На этом у нас все. Увидимся в следующих выпусках.